Привет. Чувствуешь, чем-то приятно пахнет? Или весной, или приближающимся летом? Нет, что-то другое, пахнет какой-то свежестью. Пахнет новеньким, свежим флагманом от компании Meizu 17 Pro. Прямиком из Китая и уже здесь. Это быстрый обзор и первый взгляд Meizu 17 Pro. Но перед началом две вещи. Первое, его было супер тяжело достать. Там предзаказ на него на 90 тысяч человек. Все места заняты. И в этом мне, впрочем, как и всегда, помогли мои друзья из kitbrand.ru. Все новинки из Китая и не только, это всегда к ним. Ссылка в описании. И второе, вот такие беспроводные наушники, которые пока продаются только на краудфандинге в Китае, их тоже нигде не найти, мы сегодня разыграем. А теперь поехали. Meizu вообще один из старейших производителей телефонов в Китае, и вообще непонятно, этот пациент скорее жив, чем мертв, или скорее мертв, чем жив. Почти год компания ничего не выпускала, но вот круто, что она не боится не быть как все, и среди тонны одинаковых телефонов Meizu 17 Pro точно выделяется. Взять хотя бы дизайн, точно не в тренде 2020 года, кругом или прямоугольный блок из камеры, или вертикальной полоской. У Meizu его расположили, можно сказать, необычно, такой горизонтальной полоской. Нечто подобное, конечно, было у Samsung Galaxy S10, но в Meizu он и закруглен побольше, и расположен тоже повыше. В комплекте необходимый минимум, но упаковка, конечно, необычная. Быстрая зарядка на 20 вольт 2 ампера, по идее 40 ватт, но телефон поддерживает только зарядку на 30 ватт. Type-C провод и вот такой не то чтобы чехольчик, скорее накладка на телефон. На первое время, конечно, пойдет, но в идеале, чтобы грани тоже прикрывал. Задняя крышка тут из керамики, вот кто еще может себе такое позволить? Из последних Oppo Find X2 Pro, ну там ценник прилично так дороже, но к цене мы еще вернемся. На передней части Super AMOLED экран 6,6 дюйма, Full HD+ разрешение и частота обновления 90 Гц. У Meizu это, можно сказать, первый телефон без привычных рамок сверху и снизу, и обыграть она это постаралась максимально незаметно. И получилось, что отверстие под фронтальную камеру просто миниатюрное, всего 3 мм, то есть реально меньше, чем OnePlus 8 Pro. А во-вторых, в настройках можно активировать пункт, чтобы заряд показывался полукругом вокруг фронталки. И получается, что вот этот бесполезный во всех смартфонах вырез в Meizu сделали чуть-чуть, но полезным. Правда, если придираться, вокруг фронталки есть такая как бы серебристая каемка, которая в выключенном состоянии делает этот вырез заметным, вот без нее была бы вообще пушка. Meizu 17 Pro, фронтальная камера тут на 20 мегапикселей, Full HD снимаем 30 кадров в секунду, 4К нету. И стабилизации тоже нету, но картинка вроде неплохая, но вот небо, конечно, засвечено. В телефоне заявлено как бы 90 Гц обновления экрана, но после презентации Meizu сказал, что с обновлением будет 120. Поэтому из коробки было доступно только 60 и 90 Гц, прилетело обновление и ничего. По-прежнему пока доступен выбор только между 90 и 60 Гц, 120 почему-то нет. Телефон работает на базе оболочки Flyme 8.1, она показалась довольно шустрой, хотя на самом деле не такая суперплавная, как Oxygen у OnePlus, но есть один момент. Телефон из Китая, и из коробки доступен только английский и китайский языки. Русского нет, и непонятно, завезут ли его сюда, будет ли глобальная версия этого телефона, тоже непонятно. Осталось надеяться на умельцев с форумов, может быть получится что-то сделать, но пока изучаем английский. И еще осталась вот эта фишка Flyme, когда на рабочем столе сбоку проводишь по экрану и открывается алфавит, через который можешь быстро запустить нужное тебе приложение. Вот это получилось удобно. И, кстати, еще про дизайн. В отличие от своих конкурентов OnePlus 8 Pro, Mi 10 Pro, экран у Meizu не закруглен вообще, соответственно, засветы, ложные случайные нажатия, про это все тут можно забыть. У меня версия в черном цвете, соответственно, спереди тоже черные рамки, а вот у телефона в белом исполнении рамки спереди тоже белые. В принципе, раньше так и делали телефоны, но сейчас смотрится необычно. Напиши в комментарии, как тебе такое решение, но вообще белый цвет как будто немного полнит. Да и вообще 17 Pro получился заметно шире и пониже, чем свои конкуренты, там тот же OnePlus 8 Pro, и ширина в 75 мм это такое, телефон прям чувствуется, широкий. Еще один актуальный момент для России и не только. NFC в телефоне есть, но Play Market с завода не стоит. Прикрутить ее вручную через приложение, причем тоже пока не получилось. Думаю, через день-два установлю его, но будет ли телефон сертифицирован Play Market, это вопрос. А Google Pay видеть в нем все же хотелось бы. Процессор. Конечно же 865 Snapdragon, модификации по памяти 8128 и 12256. У меня максимальная версия, естественно есть поддержка 5G сетей, для нас это правда пока не актуально, зато можно быть уверенным, что с производительностью тут полный порядок. Ну а может и нет. Через пару дней на канале выйдет уже подробный обзор Meizu 17 Pro, дотошно его изучим, так что подпишись, чтобы не пропустить.
Когда смотришь на блок из камер, кажется, что их тут 5, но на самом деле 4, потому что вот эта штука посередине — это как бы вспышка, но вообще сделано прикольно. А на самом деле модуля вообще только 3, потому что 4-й модуль — это просто сенсор глубины. Основная камера идет на 64 мегапикселя с диафрагмой f1.8 Sony IMX686. Дальше телевик на 8 мегапикселей и широкоугольный модуль аж на 32 мегапикселя. Вот это неожиданно. Фронтальная камера на Meizu 17 Pro очевидно не имеет стабилизации, потому что когда идешь и снимаешь, все нереально трясется. В настройках можно выбрать 4К 30 кадров в секунду, и при этом будет стабилизация, но аппаратная. И потом уже, когда он сохраняет, видно ее действие. И на самом деле не могу сказать, что потом случается чудо и картинка становится супер плавная, пока все как-то наоборот сыровато. Для сравнения, видео с OnePlus 8 Pro, и тут лидер, конечно, очевиден. Вообще не сказать, что камера как-то прям впечатлила. На портрете, например, прям артефакты в районе шеи, хотя в остальном вполне неплохо. Это первые фотографии, может быть еще за эти пару дней какая-нибудь прошивка прилетит. Пока все оставим на ваш суд, потом сравним его с другими флагманами и уже будем делать какие-то выводы. Беспроводная зарядка тут на 27 Вт, стереозвук тоже есть, а вот проволокозащиту что-то ни сном ни духом, видимо, облом. А вот аккумулятор тут установлен аж на 4500 мАч. В принципе, не самый большой, но скорее всего часов 5-6 экрана вытянуть получится, особенно пока 120 Гц не появилось. Ну и, конечно, самое главное — цена. Почему вообще этот телефон так желан китайцами? И там устраиваются просто километровые очереди, ну, естественно, в онлайне. Meizu 17 Pro в керамическом исполнении в версии 8-128 ГБ в Китае стартует с отметки $610. 43 294 рубля, если переводить по курсу, неплохая прям цена, и $670 за версию на 12-256 гигабайт. Вообще, по первым ощущениям, и при такой стоимости получился вроде неплохой аппарат, но так как мы живем не в Китае, по крайней мере большинство из нас, нужно будет разобраться с Play Market, с NFC, как это все тут работает, чем сейчас и займусь. Как и обещал, сегодня мы разыгрываем вот такие беспроводные наушники от компании KZ, она на самом деле шарит звуки. И все, что нужно сделать, подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий, что думаешь про Meizu 17 Pro, чем он тебе понравился или не понравился, и все. Итоги, как всегда, в прямом эфире через пару недель, более подробно в описании. Это был быстрый обзор Meizu 17 Pro, потом будет медленный. С вами был канал TrueView, пока.